Долгожданный халвинг биткоина, который происходит раз в 4 года, успешно завершен. Да, друзья, вчера наконец-то добыли 840-тысячный блок, после которого был запущен процесс халвинга. Все прошло без каких-либо проблем. Вознаграждения майнеров сократились в 2 раза и теперь составляют 3,125 тысячных биткоина. Данное событие играет очень важную роль для самого биткоина, потому что количество новых монет, которые выпускаются на рынок, становится меньше. И если мы посмотрим на текущий спрос, особенно от больших инвесторов, то нетрудно догадаться, что четвертый халвинг приведет к большому дефициту на рынке. А когда любой востребованный актив становится дефицитным, это напрямую влияет на рост его цены. Ранее я неоднократно вам говорил, что после халвинга начинается активный булран, во время которого биткоин пробивает новые максимальные уровни. И вот поэтому сейчас, когда четвертый халвинг уже позади, возникает лишь один вопрос. А что будет дальше? Чтобы ответить на данный вопрос, мы собрали в сегодняшнем видео огромное количество важной метрики, различные исторические данные и мнения многих известных экспертов, одни из которых прогнозируют рост, а другие падение. На основе этой информации мы сделали для вас фундаментальный и технический анализ, чтобы сформировать базовый сценарий движения цены биткоина, от которого будет зависеть общее настроение на крипторынке. Сегодня в видео вы узнаете, как халвинг повлияет на майнеров, почему биткоин рискует потерять децентрализацию, когда цена биткоина пробьет новый исторический максимум, увидим ли мы рост альтов в ближайшее время, а также какие важные события нас ждут на следующей неделе. Перед просмотром обязательно поставьте лайк. Под прошлым роликом вы уже набрали 1500 лайков, а значит уже в скором времени мы сделаем для вас топ монет или отдельный обзор на одну криптовалюту. И чтобы это видео вышло как можно раньше, давайте не изменять нашим традициям, а снова наберем 1500 лайков. За поддержку огромное вам спасибо. Вы на канале Coin22. С вами Влад. Мы начинаем. Итак, дорогие друзья, несмотря на то, что халвинг прошел поздно ночью, мы были первыми, кто опубликовал вот этот пост и сообщили вам об успешном запуске халвинга. И на самом деле это происходит со всеми важными новостями, актуальными событиями, полезной информацией, а также эксклюзивными инсайдами, которые вы можете найти в нашем телеграм-канале. А для того, чтобы узнать, почему в понедельник ETF от компании Grayscale может запампить биткоин, прямо сейчас переходите в наш телеграм, подписывайтесь, сохраняйте этот пост и первыми оставайтесь в курсе всех важных событий на крипторынке. Но начать я бы хотел, конечно же, с халвинга, который некоторые инвесторы ждали аж целых 4 года. Как вы уже поняли, все прошло успешно. И давайте разберем, что именно изменилось после халвинга. Первое — это сокращение вознаграждения майнеров. Теперь плата майнерам за каждый добытый блок составляет 3,125 тысячных биткоина, хотя до этого было 6,125, из-за чего бытует мнение, что теперь добывать биткоин станет невыгодно, и майнеры начнут продавать его большими объемами. Причем по некоторым прогнозам майнеры могут продать на 5 миллиардов долларов. Но не все так просто. Если следовать прошлым данным, то в первые пару месяцев после халвинга майнеры действительно сталкиваются с определенными проблемами, за счет чего некоторым майнерам приходится отключать свое оборудование, чтобы избежать убытков. Как мы знаем, чем больше желающих начинают добывать биткоин, тем сложность майнинга растет. Так вот, если, например, 1000 майнеров прибыльно добывали 6,25 биткоина, соотношение профита резко меняется после халвинга, и это изменение вынуждает тех майнеров, которые не могут понести временные убытки, прекратить добывать биткоин. В конечном итоге такое сокращение может снизить их число условно до 600 майнеров. А поскольку количество майнеров падает, снижается и сама сложность майнинга, за счет чего затраты на формирование одного блока становятся ниже вознаграждения в размере 3,125 тысячных биткоина. В принципе, именно такая картина наблюдалась на рынке после прошлых халвингов. Таким образом, продавать биткоин по большей части будут только мелкие майнеры, которые не имеют профессионального оборудования. Но объемы этих продаж будут незначительные. А вот если мы возьмем 5 самых больших компаний, которые майнят биткоин, то мы заметим, что они не собираются продавать свои монеты. Еще до халвинга компания Bitwise провела анализ, в котором указала, что продажи от этих 5 компаний замедлились до 2-летнего минимума в первом квартале этого года, когда было продано в общей сложности около 2000 биткоинов. В последний раз эти компании продавали менее 2000 биткоинов в первом квартале
квартале 2022 года. К тому же в пятницу до халвинга акции таких компаний, как Riot Platforms, Marathon Digital, CleanSpark и многих других, кто занимается майнингом биткоина, зафиксировали рост от 5 до 10% буквально за день. И дополнительно Riot Platforms анонсировала запуск новой майнинг-фермы в Техасе площадью более 100 гектаров, поэтому после халвинга выживут только сильнейшие, из-за чего большим майнерам даже не придется продавать свои биткоины. Вообще халвинг ценят за то, что он снижает предложение биткоина. Логика проста. Если спрос на актив остается прежним или увеличивается, то его цена растет. Предыдущие халвинги оказывали очень положительное влияние на биткоин. Например, в ноябре 2012 года он вырос примерно на 1800% за 5 месяцев. В 2016 году на 3000% за 1,5 года, а в 2020 году на 600% за 11 месяцев. Правда, в этом году ситуация может быть не такой положительной. Это связано с тем, что влияние майнеров на цену биткоина значительно падает. Сейчас объем предложения биткоина составляет почти 19,7 миллионов монет. И это означает, что 93% биткоина уже добыты. Для сравнения, в 2012 и 2016 годах доступное предложение составляло 47% и 74% от общего объема. То есть получается, что четвертый халвинг не повысит уровень дефицита так сильно, как это было ранее. Но давайте не забывать, что спустя 4 года биткоином активно заинтересовались институциональные инвесторы, которые покупают его максимально большими объемами, ведь меньше чем за 4 месяца ETF-фонды успели накопить более 837 тысяч биткоинов на сумму 53,6 миллиарда долларов. И как сказал глава криптофирмы Land, это первый халвинг, когда на рынке присутствуют спотовые биткоин ETF, что открывает поток институционального спроса. И добавил, что на данный момент созданы условия для того, чтобы этот халвинг оказывал такое же влияние на цену биткоина, как это было ранее. То есть все, кто долгое время думал над тем, стоит ли сейчас входить в крипту, начинать собирать спотовый портфель, а также приступать к торговле, должен быть готов к тому, что уже через время, когда биткоин пробьет новый максимум, может быть уже поздно. Поэтому, чтобы не упускать такую отличную возможность для заработка на самом главном событии года, присоединяйтесь к нашей подписке Coin22 Pro. Благодаря подписке Pro вы сможете ежедневно получать лучшие точки входа на различные монеты и зарабатывать на этом. К примеру, на недавнем движении монеты DOT участники Pro заработали от 80% профита, поскольку данную сделку они получили заранее до роста цены. По такому же принципу мы помогаем каждому формировать прибыльный спотовый портфель, ведь мы индивидуально для каждого подбираем только самые перспективные монеты, а чтобы каждому новичку было максимально просто открывать сделки, на старте мы предоставим пошаговое обучение с полноценной практикой под руководством наших специалистов. И дополнительно вам будет доступна круглосуточная поддержка, которая ответит на любые вопросы по торговле. Если вы пропустили одобрение ETF в начале года, потом локальный памп в марте, когда биткоин пробил новый максимум, и не успели зашортить рынок во время падения, расстраиваться не стоит, ведь впереди нас ждет фаза активного роста, на фоне которой все желающие могут заработать. Поэтому не теряйте время, а переходите по ссылке в описании и напишите нам, чтобы получить подробные условия подписки Pro. Но кроме положительного влияния халвинга на биткоин, я бы еще хотел поднять вопрос касательно децентрализации. Ведь чем больше крупных компаний будут контролировать майнинг после халвинга, а большие фонды будут держать значительную часть биткоина, это действительно вызывает угрозу для его децентрализации. Одним из таких негативных факторов стала концентрация майнинговых мощностей в руках небольшого количества майнинговых пулов. Например, Foundry USA и Antpool сейчас контролируют более 50% общего хешрейта сети. При этом активное участие крупных финансовых компаний в майнинге биткоина сигнализирует о том, что мы немного движемся в сторону централизации. Чтобы вы понимали, BlackRock купила значительные доли в двух ведущих майнинговых компаниях, а именно 6,7% Marathon Digital и 6,6% в Riot Blockchain. Fidelity Group активно занимается майнингом биткоина еще с 2014 года, а Vanguard имеет примерно 17,9 миллионов акций Riot Platforms и 17,5 миллионов акций Marathon Digital. Изначально биткоин задумывался как децентрализованная сеть, однако растущая централизация настораживает многих розничных инвесторов. Ведь все-таки не хочется, чтобы это цифровое золото оказалось в руках пару мировых гигантов, как, например, BlackRock или Fidelity. Но, к сожалению, приход больших инвесторов в биткоин был неизбежен, ведь каждый год интерес к биткоину только растет. А когда та же компания BlackRock понимает, что существует какой-то биткоин, на который есть огромный спрос, а
она на этом не зарабатывает, то просто так она этот актив не оставит. Так было всегда. И именно по этой причине большие инвестиционные компании подали заявки на ETF, которые одобрили в январе. И что бы мы ни говорили об уменьшении децентрализации, ETF-ам стоит отдать должное. Ведь только благодаря им биткоин смог пробить новый максимум в марте. Как мы видим, начиная с понедельника ETF фиксировали сплошной отток, который совпадал с падением биткоина. Но первый луч солнца появился в пятницу, когда ETF получили приток капитала на уровне 59 миллионов. На этот раз 19 апреля лидером по накоплению стала компания Fidelity, ведь она успела купить 864 биткоина на сумму 55 миллионов. А поскольку данное накопление произошло во время халвинга, вероятнее всего Fidelity понимает, что увеличение дефицита не за горами, и эти купленные биткоины точно лишними не будут. Как правило, после халвинга всегда наступает активная фаза роста, во время которой биткоин фиксирует новые максимумы. Один популярный аналитик из Твиттера сообщил об окончании периода до халвинга и начале повторного накопления после халвинга. Эта фаза представляет собой возможность для выгодной покупки перед тем, как биткоин перейдет в параболическую фазу цикла. Во время диапазона повторного накопления после халвинга, который находится вот здесь, нижняя часть отката до халвинга необходима для накопления. С фиксации этого минимума диапазона начинается период консолидации, и таким образом формируются условия для возможного прорыва вот в этот параболический верхний уровень. Конечно, после халвинга мы не увидели резкий памп до 100 тысяч, ведь вы должны понимать, что данное событие прежде всего имеет долгосрочное влияние. И еще в прошлых наших роликах я вам говорил, что в день халвинга мы не будем наблюдать активное движение, поскольку рост будет наблюдаться на длительной дистанции. Но при этом я сразу хочу подметить, что биткоин удержал ключевую поддержку 60 тысяч и провел недельную консолидацию выше этого уровня. Также, как вы видите, биткоину удалось сохранить вот эту восходящую линию тренда, которую я вам показывал в прошлых роликах. И конечно же, если цена сможет в ближайшее время перевернуть 70 тысяч в поддержку, это станет первым сигналом на продолжение роста. Такое развитие событий может привести к повторному тестированию максимальных уровней около 73 тысяч и возможно даже к пробою нового максимума выше 75 тысяч долларов. Но поскольку я очень давно слежу за криптой, могу вам сказать, что перед тем, как мы увидим активный памп, есть риски столкнуться с локальной просадкой, вплоть до уровня 60 тысяч и ниже, потому что на рынке все равно есть инвесторы, которые хотят продать свои биткоины, которые они холдили долгое время для заработка на халвинге. Касательно накопления, моя стратегия остается неизменной, и я по-прежнему придерживаюсь соотношения 70-20-10, где 70% от портфеля это биткоин. Если говорить об уровнях, на которых стоит покупать биткоин, я прежде всего советую присмотреться вот к этим важным поддержкам. Но при этом есть еще неплохой вариант покупать один раз в неделю. Вы можете выбрать для себя один день, чаще всего это пятница или выходные, когда ликвидность на рынке падает. И покупайте, несмотря ни на что. Ведь пока мы ждем, фонды уже скупают не только биткоин, но и акции компаний, которые его майнят, чтобы вообще получить максимальный профит. И кстати, если вы собираетесь покупать биткоин, то лучше всего это сделайте на бирже OKX, которая является нашим официальным партнером. OKX предоставляет лучшие условия и самые низкие комиссии, поэтому для комфортной торговли регистрируйтесь по ссылке в описании. Но если мы с уверенностью можем предположить, что халвинг окажет положительное долгосрочное влияние на биткоин, который может пробить новый исторический максимум, остается вопрос, когда это произойдет. В данном случае я хочу с вами поделиться прогнозом аналитика Rekt Capital. Исторически биткоин достигал пика на бычьих рынках через 518-546 дней после халвинга. И если история повторится, то следующий пик бычьего рынка может произойти через те же 518 или 546 дней. И это будет середина сентября или октября 2025 года. Тем не менее, биткоин демонстрирует явные признаки ускорения своего текущего цикла, учитывая, что он достиг новых максимальных уровней на 260 дней раньше запланированного графика. И если мы измерим пик бычьего рынка с момента пробоя старого максимального уровня за все время, тогда это предполагает, что биткоин достигнет вершины бычьего рынка через 266 или 315 дней с момента, когда он пробил свой старый максимальный уровень. Биткоин зафиксировал новый максимум в этом цикле в марте. И если прогноз окажется верным, то следующий пик его бычьего рынка может произойти раньше, то есть через 266 или 315 дней. Это декабрь 2024 года или февраль 2025. Хотя это все только предположение, ведь вы сами понимаете, что на рынке крипты несколько положительных или негативных факторов могут полностью все изменить. Что касается альтов, то после сильного роста перед халвингом и в течение всего первого квартала альткоины начали сильный откат, который длится уже
уже пару недель, и на самом деле альты уже достигли своего дна в начале февраля, что дает положительный сигнал на формирование разворота альтов. И если сравнить состояние рынка альтов в цикле 16, 17 и 21, 24 года, мы увидим очень похожее движение. На этой диаграмме видно, что текущий период отображает максимум 17 года и может сигнализировать о повторении цикла. Хотя опять-таки основное движение альтов зависит именно от биткоина, поэтому за альтами мы также будем внимательно следить. На следующей неделе важных событий будет немного, но есть одно, которое может оказать особое влияние на биткоин, и это потенциальные покупки биткоина от Майкла Селлера. Да, с понедельника Селлер получит $370 миллионов от продажи акций MicroStrategy, и конечно же есть очень большая вероятность, что уже на следующей неделе все эти деньги окажутся в биткоине, после чего Селлер выложит твит, где будет написано, что MicroStrategy купила еще одну партию биткоинов. А чтобы вы первыми получили эту информацию, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, где мы продолжаем следить за движением крипты. Собственно, сегодня мы уделили время халвингу, и теперь я думаю вы четко понимаете, что нас ждет впереди. Конечно, если у вас остались вопросы или вы желаете поделиться своими прогнозами, оставляйте все в комментариях под видео. Также жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, и увидимся очень скоро. Всем желаю удачи, до скорых встреч!